Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как обрезать шелковицу, которой уже 10 лет. У меня есть дерево шелковицы, ему уже 10 лет. Я показывал, как его обрезать, пока оно было молодым, 3 года, и вот оно такое уже выросло. Внизу остался скат, который я использовал для полива деревца. И вот оно выросло уже до высоты 5 метров. Я стараюсь его вверх не пускать, потому что шелковица имеет свойство вырастать до больших размеров. И поэтому ее будет неудобно обрывать, так как она гигантская и при падении рассыпается и растекается. Для обрезки нам понадобится острый секатор, пила на удлиненной палке и секатор обычный, а также стремянка для того, чтобы доставать до верхних частей дерева. В первую очередь я обрежу все волочковые ветки, которые растут вертикально вверх. Если мы их оставим, то дерево будет очень высоким, неудобным для сбора урожая. Спиливать ветку необходимо строго под основание, не оставляя пеньков, то в дальнейшем с нее не росли такие же волочки, как этот. Вот такие ветки называются волочками. Они очень сильно рослые, толстые в основании, и их необходимо удалять в первую очередь, если вы не планируете увеличивать высоту дерева. Затем спиливаем те ветки, которые идут вертикально или почти вертикально вниз. Здесь плохая освещенность, урожая не будет, поэтому мы их удаляем. Также спиливаем все ветки, которые растут внутрь кроны дерева. Также под самый корень. Также спиливаем сухие ветки. Они отличаются внешним видом, более серые и ломкие. Кора на таких ветках полопанная, легко отшелушивается, они ломаются без проблем и усилий. И обрезаем все ветки, что уходят на соседний участок. Обрезаем ветки так, чтобы последняя веточка шла вниз. Так будет развиваться крона вниз, в стороны, но не вверх. Самые крупные ветви, которые защищают крону, я опилю с помощью бензопилы. И в последнюю очередь необходимо обрезать молодой прирост на 1/3 тех веток, которые вы планируете оставить. Обрезаем острым секатором, также над верхней почкой, примерно в 1 сантиметре, прямым срезом. Я планирую оставить эти ветки, поэтому я стимулирую утолщение веток и обрезаю на 1/3.
Вот так получилось опилить дерево шелковицы. Я его так опиливаю каждый год, не даю ему расти вверх, чтобы оно было раскидистым, легко было собирать урожай. Имейте в виду, что при такой обрезке усиленно растут вверх ветки, поэтому работы весной немножечко больше, чем обычно. Но это того стоит, чтобы удобно рвать урожай шелковицы. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как обрезать шелковицу весной. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.